Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитый бисквит на горячем молоке. Бисквит, который всегда получается. Готовить его буду очень большого размера сегодня. Бисквит очень пышный, высокий у нас получится 7 с лишним сантиметров в высоту, в форме 34 на 24 сантиметра. То есть покажу, как правильно приготовить этот бисквит, чтобы он у вас сразу получился. Вот такая идеальная у него получается текстура. Он просто превосходно подходит для всех 3D тортов. Чем он хорош, этот бисквит? Он не требует долгого времени на отдых, его можно сразу брать в работу. И взбивать этот огромный бисквит буду маломощным ручным миксером. Итак, 12 яиц среднего размера я разделяю на желтки и белки. Желтки пока отставлю в сторону и начинаю взбивать белки. Яйца комнатной температуры. Здесь у меня 12 белков, 16 грамм ванильного сахара и 1 щепотку соли туда добавляю. И взбиваю до состояния такой пены. Когда уже образовалась пена, от общего количества 600 грамм сахара я добавляю примерно 1/3 в белки. Взбиваю примерно 5 минут. Миксер у меня маломощный, 300 ватт. Вот такая пышная белоснежная масса должна получиться. Важно очень не перевзбить здесь белки. Пики вот такие подрагивающие. Как только я взбила белки, я сразу же займусь сейчас молоком и маслом. Это займет буквально минуту. Я ставлю на плиту 460 мл молока и 210 грамм масла. И довожу все это до кипения и сразу снимаю с огня. И в это время я взбиваю сейчас желтки. Взбивать я их тоже буду долго, достаточно. Не менее чем 5 минут. Порциями я ввожу туда сейчас весь сахар оставшийся, то есть 2/3 сахара, примерно 400 грамм, так как у нас было 600 грамм общее количество сахара. Сахаром желтки заранее ни в коем случае не нужно засыпать, иначе потом это будет клейкая масса, она не разойдется. Вот такая пышная, побелевшая сильно масса должна получиться. Это один из залогов успеха, что у нас будет очень пышный и очень равномерный бисквит потом на выходе. И даже если у вас очень мощный планетарный миксер, лучше сначала разделить яйца на белки и желтки, сначала пару минут повзбивать белки и добавить туда желтки и все вместе взбить. Таким образом нагрузка на миксер, на планетарный, облегчается в разы и бисквит будет лучше. Итак, желтковая масса у меня взбита. Сейчас я бережно вмешиваю всю белковую массу в желтки. И видите, белки у нас не перевзбиты. Это очень важно, то есть белки не должны быть превращены в такую губку. Один из залогов успеха бисквита, что белки не перевзбиты. Чтобы бисквит у нас был с нежнейшей текстурой, а не как хлеб на вкус. Вот это важно. Молочная смесь у меня закипела, я ее сразу же сняла с огня. Просеиваю туда 675 грамм муки и 18 грамм разрыхлителя. И просеивать я сухие ингредиенты буду в 5 приемов. И между введением сухих ингредиентов я буду туда вливать порциями вот эту масляно-молочную смесь. Туда же я добавила сразу разрыхлитель и очень бережно лопаткой перемешиваю. Духовка у меня уже разогрета на 175 градусов Цельсия. И форма уже заранее приготовлена. Чтобы не оседала бисквитная масса, нужно все делать здесь очень последовательно. Немного вот этой горячей масляно-молочной смеси туда ввожу. Благодаря этому мука очень хорошо расходится потом в массе, и все это все равно делаю бережно. Опять просеиваю следующую порцию сухих ингредиентов, перемешиваю также венчиком, можно перемешивать. Очень удобно венчиком перемешивать. Вы же можете просто лопаткой, но венчиком именно все вот эти комочки очень быстро распределяются, муки, я имею в виду. Вмешивание всех ингредиентов завершаю сейчас добавлением молочной массы. Это очень облегчает процесс. Вот когда такое большое количество у нас, очень гладкое и однородное тесто получается в итоге. Если вы все делали правильно, посуду берите, конечно, крупную. Здесь у меня очень большая миска. И уже можно переливать в форму. Бояться этого бисквита не нужно. На выходе у вас будет
нежнейший по вкусу и по текстуре бисквит. И он очень хорошо подходит именно для всех 3D тортов, этот бисквит. Да и вообще для обычных тортов, если вы хотите, чтобы у вас разрез был у тортика у вашего идеальный, очень советую брать вот этот бисквит на горячем молоке. Конечно же, он не такой бюджетный, как классический бисквит, не такой бюджетный даже где-то, как шифоновый бисквит получается, но этот бисквит того стоит, он очень богатый во вкусе. 34 на 24 сантиметра у меня форма. Сильно этот бисквит не поднимется, потому что он молочно-масляный. На 60 минут, то есть на 1 час я его убираю выпекаться в заранее разогретую духовку при температуре 175 градусов Цельсия, режим вверх-вниз без конвекции. Духовку во время выпечки, конечно же, ни в коем случае не открываем. Вот такой идеальный он получается. После 1 часа выпекания шпажка выходит уже сухая и чистая. Я его убирала прямо в форме, вот так, как он есть, на 4 часа в холодильник. После 4 часов проведения в холодильнике, то есть ему не нужно ни 12 часов, ни сутки, вот для такого большого бисквита достаточно буквально 4 часа. В форме убирала из-за того, что бока тогда получаются идеально ровными. Я сейчас его сразу же буду при вас нарезать. Нарезается он превосходно. Его можно нарезать как струной, так и просто ножом, и даже ниткой. Но лучше всего, конечно, ножом, либо же струной. Бисквит этот получается крупный, подходит идеально для таких больших тортов, уже примерно от 30 порций. Вот показываю вам 7 сантиметров он по бокам и по центру 7,5 сантиметров он получается. То есть это уже после холодильника вот такой результат. Бисквит нежнейший на вкус, он очень-очень вкусный получается. И на вкус он получается не как кекс, а именно как масляный бисквит. Чем-то похож на бисквит Женуаз, естественно, он по вкусу. Посмотрите, какая текстура. И при вертикальном надрезе, и при горизонтальном. Сейчас будем нарезать его уже на коржи для торта. Я очень советую использовать в работе этот бисквит. На вкус он просто потрясающий. Вот так вот он прекрасно разламывается, он воздушный, он не клеклый, ни в коем случае, он пружинит. По текстуре и по вкусу соответствует всем стандартам. Вот такой он получается легкий, воздушный, здесь это видно. Сейчас буду нарезать его на коржи. Вот так вот кусочек я вам показываю, как он в высоту. Измеряю здесь линейкой для вас. С другой стороны также срезаю у него краешек, просто чтобы вам все это показать, чтобы вы уже полностью все это посмотрели. Воздушный получается, очень нежный, очень сливочный на вкус бисквит. Я нарезаю по обыкновению кондитерской струной, мне так удобнее работать, но вы же можете, конечно же, нарезать его и просто ножом. Для 3D тортов он идеально подходит, этот бисквит. Он не крошится, он очень приятный в работе. Я советую его лучше пропитывать. Но если у вас крем, допустим, йогуртовый и без желатина, есть такие кремы очень влажные, сметанные какие-то, уже можно и не пропитывать. Потому что бисквит очень хорошо в себя берет именно влагу от крема. Если у вас масляные какие-то кремы, или кремы с маскарпоне, или заварные кремы, тогда я советую его пропитывать, этот бисквит. И вы видите, на какие 4 превосходных, равнейших коржа мне удалось его разрезать. То есть бисквит действительно абсолютно беспроблемный в выпечке. Главное правильно взбить белковую и желтковую массу, аккуратно вводить туда все ингредиенты, и все у вас получится. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.